Здравствуй, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Рили. Сегодня я вам покажу все баги и фишки в Counter-Strike 2 с момента выхода бета-теста. Но проблема в том, что я не имею свободного доступа к тесту, да и часть багов уже пофиксили. Поэтому мне пришлось брать информацию и часть видеоматериалов с каналов русскоязычных ютуберов. Ссылки на каналы я оставлю в описании во избежание проблем. А перед началом я хочу оповестить вас о том, что я создал свою группу в ВК, где буду анонсировать ролики, делиться интересными новостями и, возможно, буду показывать некоторые моменты, которые по разным причинам не попадали в нарезки, ну и тому подобное. Ссылочка ждет вас в описании. Что же, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Первый серьезный баг заключался в том, что можно было подбирать оружие, которое выпадало с вас после того, как вас убили. Так, ну забрал. Ну ничего страшного, так, где-то мое... Забрал! Где-то мое АВП. Ну убили, так и убили. Этот баг в прямом смысле мог серьезно осложнить противникам игру и, возможно, испортить настроение из-за того, что они не могли подобрать то же самое АВП, которое буквально пару секунд назад с вас выбили. Забрал. Я забрал. Опа, начинаю. Не получилось у пацана. Согласитесь, довольно неприятно убить всю команду противника пару раундов подряд и в надежде на то, что у них экономика полностью нулевая, откинуться в начале раунда от АВП на миду. Суть бага заключалась в том, что вы после смерти должны были поводить прицелом в примерном месте падения оружия и безжалостно долбить кнопку «Подобрать». И тогда с большой вероятностью вы могли засейвить просранный девайс на следующий раунд и ошарашить этим фокусом всех. Следующей недоработкой является баг с падением под текстуры абсолютно всех игроков на сервере. Я повалился! Что это? Это что за говно, парни? Особой информации, почему же этот баг появился и как его использовать, я не нашел, но насколько я знаю, Valve прикрыли эту фичу довольно быстро. Прострелы всегда были в Counter-Strike, независимо от части. Даже в CS 1.6, в которой простреливались все стены, из-за чего считались картонными. И эта довольно бесячая механика существует по сей день, и логично, что она попала и в CS 2. Многие думали, что здесь будут такие же прострелы, как в CSGO, что было бы довольно логично. Но, видимо, Valve решили отдать дань уважения старушке 1.6 и снова сделать почти все объекты простреливаемыми. Иначе я не могу оправдать этот довольно глупый прокол. Стреляем уже сразу же. Идет, да, проходит. Стреляем. На! Я Хорошо! Вот эта приемочка сразу же, господа, да, стреляем дальше. То есть вы могли за террористов поставить бомбу, встать где-нибудь с плеточкой, и когда КТшник попытается обезвредить плент, просто зажать из вашей стреляющей палки и выиграть тем самым раунд. Если честно, то я не знаю, пофиксили этот баг или же он до сих пор ломает нервы школьникам, которые тем временем ломают мышки и клавиатуры. Читы всегда были проблемой всех частей CS. Чтобы поиграть на сервере, будь он официальным либо от сообщества, зачастую приходилось скачивать сторонний софт, чтобы почувствовать себя невероятно крутым. Но если я скажу, что Valve добавили консольную команду, которая включит вам ВХ без использования читов и SV Cheats. То есть вы могли зайти в соревновательный режим, прописать командочку и наслаждаться хоть и довольно кривым, но вполне легальным ВХ. Просто одну консольную команду. Оп. Я как будто просто какой-то чит подрубил. Реально. По итогу эту фичу довольно сильно расфорсили, что сподвигло Valve прикрыть эту команду вскоре после находки. Но если вам надоело ограниченное количество патронов в магазине, то просто берите севидов, либо же новую и вуаля! Суть бага в том, что после того, как вы выстрелили 1 или 2 патрона, вам надо нажать на перезарядку и во время анимации опять выстрелить. Таким образом вы будете пополнять запас патронов и одновременно с этим стрелять с обычной скоростью. Эта фишка до сих пор есть в игре, кстати, и вы можете спокойно кошмарить своих противников боевой мощью, а союзников тупостью. Ну а сейчас я вам покажу довольно забавный баг, который увидел на просторах интернета буквально на днях. Я думаю, он вам очень понравится.
Честно, я не вижу смысла что-то здесь комментировать, вы все видели на своих экранах сами. Просто задираете кверху голову и можете смотреть в противоположную сторону. Довольно забавная тема. Дальше у нас скорее не баг, а фишка, тоже связанная с читами в CS2. Valve дали нам возможность включить SV-Cheats на официальном сервере. Так, ну-ка, ввожу и... SV-Cheats true, SV-Cheats работает. И с помощью него получить преимущество над противником в виде того же самого ВХ. Но, например, есть вот такая вот команда, которая включает ВХ. Это, конечно, не тот самый SV-Cheat, с которым вы можете выдать себе деньги и оружие, либо же полетать по карте на ноуклипе, но он тоже дает вам больше шансов на победу, чем противнику. Ну и последняя на сегодня приколюха — это вид от третьего лица, с возможностью отдалить вашу камеру настолько сильно, что вы сможете палить всю карту. Делается это с помощью команд, опять-таки, которые появились у вас на экране. И вы можете спокойно использовать эти бинды в любом режиме в CS2. А выглядит это следующим образом. 2, 3, третье лицо и погнали. Ребят, даю информацию, там у нас в миду, значит, противник 1 на Б, на А. Получилось очень имбово, и как я понял, эту фишку нашли недавно, и скорее всего вы тоже можете ее попробовать. Что же, на этом, пожалуй, все. Если вам понравился этот видеоролик, то обязательно смотрите другие мои видео. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу в ВК. С вами был Рили. До встречи через неделю.